Всем привет! Сегодня я предлагаю связать такой модный нынче аксессуар, как балаклава. Я ее буду вязать крючком. Таким способом ее можно связать на любой размер, от самого маленького детского до большого взрослого. Если вы не хотите носить в городе этот аксессуар, то он очень хорошо вам подойдет для катания на лыжах, например, для зимних пробежек, для рыбалки, например. Можно покататься в таком аксессуаре на квадроцикле зимой. В общем, применений очень много. Даже если вы не рискнете его носить так, как я уже сказала. У меня дети уже нашли применение, я не успела еще довязать. Один собрался играть в рыцаря, второй собрался кататься на квадроцикле. В общем, я думаю, что он точно не пропадет у меня. Итак, что нам для этого понадобится? Нам понадобится пряжа. У меня здесь Alizé Lana Gold Classic и крючок номер 5. Но пряжа здесь может быть абсолютно любая, как толстая, так и более тонкая. Если вы хотите, чтобы она была менее объемной, вот. Расход здесь большой, конечно, потому что узор довольно прожорливый. Берите, если вы хотите еще такую манишку подлиннее связать, то берите, конечно, пряжи 3 мотка. А если вот такую, как у меня, то 2 мотка точно хватит. У меня здесь вот, к сожалению, Classic был не полный моток, поэтому хватило не на вот только до этих пор, даже не до этих. Вот, а дальше я вязала уже. Не помню, как называется эта пряжа, но такая плюшевая Alizé. Это, в принципе, не важно. Но мне кажется, вот если бы она была вся плюшевая, она бы смотрелась еще более выгодно. Поэтому это уже, как говорится, просто для общего сведения. Может быть, вам это понравится тоже. Обвязка у меня здесь вот тоже такая плюшевая. Еще нам понадобится какой-нибудь измерительный прибор, например, линейка или сантиметровая лента. Вот. И еще нам понадобится таблица размеров. Донышко в общем, чтобы донышко соответствовало размеру головы. Такую таблицу я найду в интернете и в видео вставлю. По ходу там посмотрите. Вяжется очень легко. Не скажу, что быстро, но легко, и справится любой начинающий вязальщик или вязальщица. В общем, смотрите видео и вяжите себе такие же балаклавы, и радуйте себя и своих близких. Дальше подробное объяснение, как я ее вязала. Берем пряжу и крючок, наматываем 2 раза пряжу на палец, снимаем. Получилось кольцо амигуруми. Вставляем в это кольцо крючок, делаем 2 воздушные петли из этого кольца, 1, 2, и дальше продолжаем вязать сюда еще 11 столбиков с накидом по порядку. 1, 2, 3, 4 и так далее. Вместе с 2 воздушными петельками подъема получается 12 столбиков. Вот что должно получиться. Теперь смыкаемся во 2 воздушной петле подъема соединительным столбиком. Вот эту ниточку подтягиваем сюда, просто ее вытягиваем, и получается такая закрытая макушечка. Так, теперь вот эта первая петелька, мы под нее, вернее, вот эти 2 воздушные петельки, мы под нее сейчас сделаем столбик рельефный лицевой. Так, вот так вкалываемся и провязываем. Первый он будет у нас. Дальше мы вяжем под этот же столбик еще 1 столбик с накидом рельефный лицевой. Накид. Дальше следующий столбик точно так же рельефный лицевой. Из него еще 1 рельефный лицевой. И так дальше мы вяжем до конца ряда. В общем, из каждого столбика мы вяжем
2 рельефных лицевых столбика. Продолжаем вязание. Вот что должно получиться. Должно быть количество столбика удвоенное. И получить мы должны 24 столбика. Теперь также соединяемся в первом столбике соединительной петлей. Дальше из этого же первого столбика делаем рельефный лицевой. Теперь каждый первый столбик клина, у нас их всего 12 получилось, будет рельефным лицевым. А все последующие столбики в клине рельефные изнаночные. Как их вязать? Вот накид на крючок, и перед столбиком как бы обвиваем крючком столбик, вкалываемся и делаем столбик с накидом. Первый. Дальше у нас прибавка пойдет в клинышке, то есть еще раз из этого столбика вяжем еще один столбик. Также точно все делаем и получаем второй столбик. Так, неудачно провязалась у меня тут. Так, вот получается первый рельефный и 2 рельефных изнаночных. Первый рельефный лицевой, следующий. И дальше из одного столбика делаем 2 рельефных изнаночных. Первый. Накид и сюда же второй. Дальше снова рельефный изнаночный. Следующий из одного 2 рельефных изнаночных. 1. Два. Первый рельефный лицевой, следующий клин. Дальше 2 рельефных изнаночных из одного столбика. 1. Сюда же второй. Должно получиться. Так вяжем до конца ряда. Это был третий ряд. В этом ряду у нас должно получиться 36 столбиков. И закрываем ряд соединительной петлей. В самом первом вот этом рельефном лицевом столбике делаем соединение. Так, снова накид. Из этого же рельефного лицевого вяжем рельефный лицевой столбик. Это 4-й ряд узора будет. Дальше накид. В первый столбик мы вяжем просто рельефный изнаночный столбик. После рельефного лицевого первый столбик получается. Дальше во втором рельефном изнаночном мы вяжем снова из одного 2. 1 и 2. Таким образом у нас уже в клине получается 4 петельки. Рельефный лицевой и 3 рельефных изнаночных. Накид. Дальше снова рельефный лицевой. Первый рельефный изнаночный. После рельефного лицевого второй рельефный изнаночный вяжем из одного 2. Первый рельефный изнаночный. И сюда же первый рельефный изнаночный, второй рельефный изнаночный. Следующий клин. Снова сначала рельефный лицевой. Накид. Следующий столбик просто рельефный изнаночный. Дальше 2 рельефных изнаночных из одного. Первый. Второй. Так вяжем до конца ряда. Вот что должно получиться. 4-й ряд завершен. Снова соединяемся в первом рельефном лицевом соединительной петелькой. Переходим к вязанию 5-го ряда. Снова делаем рельефный лицевой сюда под первый столбик. Дальше провязываем клин первый рельефный изнаночный,
второй рельефный изнаночный, а под третий рельефный изнаночный вяжем из 1-2 столбика. 1 и второй. Так, следующий клин, первый рельефный лицевой, дальше по порядку рельефный изнаночный 2 столбика, первый рельефный изнаночный, второй рельефный изнаночный, а под третий вяжем 2 из 1. Первый, второй. Что получается уже у нас? Накид, первый рельефный лицевой, накид, дальше первый рельефный изнаночный, второй рельефный изнаночный, под третий вяжем 2 из 1. 1, 2. Продолжаем вязание до конца ряда. Пятый ряд я провязала. В этом ряду еще должно увеличиться количество столбиков на 12. Делаем соединительную петельку под столбик, соединяемся и переходим к вязанию следующего ряда, 6-го. И также точно делаем прибавки по такому же принципу. То есть первый рельефный лицевой провязываем. Дальше последующие столбики рельефные изнаночные по порядку до самого последнего столбика в клине. Первый, второй, третий, а в последнем столбике вяжем 2 из 1. 1, 2. Следующий клин точно так же. Первый рельефный лицевой, дальше по порядку рельефный изнаночный до последнего, в последнем 2 из 1. Первый, второй, третий, а в четвертом столбике 2 из 1. То есть в последнем столбике клина вяжем 2 из 1, то есть делаем прибавку. И так по такому принципу будем вязать до тех пор, пока наш круг не достигнет нужного нам диаметра на ваш обхват головы. У меня обхват головы 56 сантиметров. По таблице, которая есть в интернете, у меня должен быть диаметр 17,8 сантиметров. Но я знаю, что это много, поэтому я могу смело убрать 1,5-2 сантиметра на растяжение, поскольку шапочка отлично растягивается. Я не хочу, чтобы она болталась на голове, поэтому я где-то 1,5 сантиметра уберу. Ну, наверное, 16 у меня будет диаметр, поэтому я еще, наверное, рядочка 2 провяжу и все. Подключусь, когда у меня уже будет готов круг, чтобы можно было переходить на основную часть шапочки. То есть вяжем с прибавками еще столько, сколько нам понадобится для получения нужного диаметра. У меня получилось ровно 16,5 сантиметров, нет, даже 17 сантиметров. Итого у меня получилось всего 7 рядов. Дальше нужно будет вязать просто по рисунку, без прибавок. То есть что это означает? Первый рельефный лицевой в клине, да, у нас вот эти 12 клинышков, которые здесь получаются. Дальше просто по порядку после этого рельефного лицевого рельефные изнаночные столбики, и уже мы не будем делать в последнем рельефном изнаночном столбике никаких прибавок, то есть просто их провязываем по порядку. Вот таким образом, просто по порядку. То есть вот первый клин прошли, все. Дальше следующий клин сразу же начинается рельефный лицевой и так дальше до конца ряда. И просто без прибавок вот так по
кругу несколько рядов до тех пор, пока не довяжем до бровей. Потом, когда довяжем до бровей, это нужно просто примерять и все. Потом я скажу, сколько примерно получается рядов у меня. И, ну, просто, в общем, примеряете и все. У каждого может быть другое количество сантиметров и рядов. Так, я провязала в высоту без прибавок до бровей с учетом растяжения шапочки моей. У меня получилось 5 рядов. У вас может быть другое какое-то количество рядов. Теперь я буду делать отверстие в балаклаве. Нужно примерно измерить расстояние от виска до виска. Можно чуть поменьше это расстояние сделать. И посмотреть, сколько вам здесь можно убрать раппортов. И как это можно сделать красивенько. В общем, у меня вот эти будут 4 раппорта. 1, 2, 3, 4 оставлены на отверстие. Остальные я буду вязать. Вот с самого первого я начну нашего раппортика. И так же точно, как мы до этого все делали, провязываем вот туда, в ту сторону, справа налево, вот эти вот раппорты узора, исключая последние 4. Вот сейчас все поймете, если вам сейчас немножечко непонятно. В общем, вяжем. Должно у нас остаться 1, 2, 3, 4 раппорта узора не провязанными. А вот это все провязываем. Так, вот я завершила практически этот ряд, не довязав вот эти вот 4 раппорта. Заканчиваю рельефным лицевым столбиком, я его сюда включаю. Если вы не хотите, чтобы вот у вас вот этот первый столбик был здесь спереди, можно ниточку оторвать и присоединиться где-то в другом месте, чтобы вот этот лицевой столбик был первый у нас сзади где-нибудь. И дальше продолжить вязание также точно, оставив 4 раппорта недовязанным. Ну, в принципе, мне не принципиально, я нитку здесь отрывать не хочу, поэтому я сделаю так. Дальше нужно провязать еще один ряд без этих вот 4 раппортов. Еще один ряд вот по изнанке будем вязать без этих 4 раппортов. Этот вот первый столбик мы провяжем рельефным изнаночным. На изнанке у нас все будет наоборот. То, что было рельефными лицевыми, будут рельефными изнаночными. То, что было рельефными изнаночными, будет рельефными лицевыми. Дальше по порядку идет 6 рельефных лицевых. Мы так и вяжем. В общем, провязываем этот ряд по рисунку в изнаночном ряду. Так, 6 рельефных лицевых. Дальше рельефный изнаночный по рисунку идет. И опять снова 6 рельефных лицевых, 1 рельефный изнаночный. В общем, до следующей вот этой вот у нас меточки вяжем. До вот этих первых 2 воздушных петелек. Ну, в общем, 8 раппортов, 4 у нас не вяжется пока. Так, изнаночный ряд я провязала. Теперь перехожу снова на вязание вот этих 8 раппортов в лицевом ряду до вот этого последнего столбика рельефного. И потом будем вот эти 4 раппорта, которые мы не вязали, возвращать петельки эти обратно. Сейчас просто продолжаем по рисунку вязать. 1 рельефный лицевой кромочный, так и провязываем рельефным лицевым, чтобы у нас был тут узор. А дальше по рисунку 6 изнаночных рельефных. В общем, продолжаем вязать 1 рельефный лицевой, 6 рельефных изнаночных. Я потом покажу, как возвращать петельки на место. Подошла к отверстию, теперь буду возвращать на место петли, которые я убрала, раппортов. В общем, здесь у нас 7 петель. Набираем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Первый раппорт мы
вернули, второй раппорт, еще 7 петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Третий раппорт тоже 7 петель, того 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И поскольку у нас в конце вот здесь рельефный лицевой есть, здесь остается только 6 петелек нам вернуть. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 21 плюс 6 получается 27 петель. Мы вернули обратно. Все, вот вернули обратно. Закрываем это отверстие здесь соединительным столбиком, как у нас было с самого начала. Вот, и продолжаем вязание по рисунку. Здесь рельефный лицевой в самом начале. Вяжем по рисунку, снова по кругу, так же как вязали. Я подключусь только когда я подойду к провязыванию вот здесь на петель на вот этой цепочке. Подошла к цепочке, и поскольку здесь не будет сейчас видно никакого рисунка, просто провязываем всю цепочку, все 27 петелек столбиками с одним накидом. Считаем, чтобы у нас в итоге получилось 27 столбиков здесь. 1, 2, 3, 4 и так далее. Захватываем, стараемся 2 ниточки сразу же. Вот 2 ниточки. И потом посчитаем в конце, сколько у нас получилось в итоге столбиков, чтобы было точно. Продолжаем вязание. Все, 27 столбиков я провязала. Здесь два варианта дальше. Отрезаем ниточку, закрепляемся. Ну, в общем, как обычно мы это делали. Соединительным столбиком переходим вот сюда под столбик. Соединяемся, ниточку отрезаем, закрепляем, переходим вот сюда куда-нибудь на шею сзади и начинаем вязание из той точки, чтобы здесь у нас на лицевой стороне не было ничего видно, никаких соединений. Я не хочу отрезать нитку, поскольку она у меня и так заканчивается, и буду продолжать дальше также вязать. В общем, вяжем по узору. Рельефный лицевой, 6 рельефных изнаночных, весь этот ряд. И вот эти вот столбики, потом, которые мы сейчас связали обычными столбиками, также точно нужно включить в этом ряду в узор. Но я еще покажу, сейчас подключусь, как это делать нужно. Подошла к отверстию я снова, здесь рельефный лицевой провязала. Дальше 6 рельефных изнаночных, как у нас идет по рисунку. Просто провязываем эти столбики, каждый по порядку, 6 рельефных изнаночных. Поскольку в рельефных столбиках узор появляется со второго ряда, поэтому мы в первом вязали просто столбики с накидом. 4, 5, 6 рельефных изнаночных, дальше рельефный лицевой. Снова 6 рельефных изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5, 6 рельефных изнаночных, рельефный лицевой. В общем, провязываем так все эти столбики по рисунку. В конце у нас должно получиться 6 рельефных изнаночных, а рельефный лицевой у нас уже здесь есть. Все, у меня вот завершено включение этих петелек в узор. Получилось у меня все точно. И я просто перехожу на вязание по кругу
так же, как вязала. И вяжу до подбородка. Может быть, даже чуть-чуть пониже. Потом у меня пойдут убавки. Также точно примеряем на себя или на того, на кого вы вяжете. И определяем нужное количество рядов. Я дошла до подбородка. У меня это заняло вместе вот с этим верхним рядом 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 рядов. Здесь у меня еще пряжа закончилась. Перешла на вязание другой пряжи, но это не важно. В принципе, все будет то же самое. Так, толщина, главное, чтобы совпадала. Можно комбинировать, неважно. Так, сейчас мы будем вязать уже убавки. Поскольку у нас шея все-таки тоньше, чем голова, поэтому будем делать убавочки. Начинаем снова с рельефного лицевого столбика. Провязываем первые 5 рельефных изнаночных столбиков, вернее не 5, а 4. 1, 2, 3, 4. Не знаю, как вам на этой пряже, конечно, видно будет, но, по-моему, видно. Так, и вот 2 последних сокращаем. Первый провязываем, не довязываем. Второй провязываем, тоже не довязываем. Теперь 3 петельки у нас на крючке, мы их всех вместе провязываем. То есть получается, что мы провязали 2 столбика изнаночных рельефных с одной вершинкой. Дальше то же самое. И так в каждом клинышке мы выполняем убавку на 1 петлю в каждом клинышке. 1, 2, 3, 4. Следующие 2 столбика сокращаем, то есть провязываем с одной вершинкой. Первый провязываем, не довязываем. Второй провязываем, не довязываем. И провязываем 3 петельки вместе. Так, вяжем весь ряд. Продолжаем ряды с убавками. Сейчас еще раз я ряд провяжу. И все, на этом я убавки закончу пока. И буду вязать прямо дальше, после этого ряда. Вяжем рельефный лицевой. Дальше 3 рельефных изнаночных. 1, 2, 3. А 2 последних столбика также точно, как в прошлом ряду, провязываем с одной вершинкой, то есть вместе. Рельефный лицевой. Дальше то же самое. 3 рельефных изнаночных. 1, 2, 3 и 2 рельефных изнаночных с одной вершиной. Вот тут вот сразу 2 столбика вместе стоят, но вы их провязываете как один столбик. Первый, и вот этот вот двойной столбик, его вот так просто за обе ножки подцепляете и такой же столбик вывязываете. 3 петельки вместе. Все. Провязываем так до конца ряда. Все, я 2 ряда с убавочками провязала. Теперь просто будем вязать на высоту шеи, как и вязали по рисунку. Только единственное, что теперь у нас 2 столбика в каждом клинышке убавилось, поэтому у нас здесь получится сначала рельефный лицевой, а потом 4 рельефных изнаночных. Но это в том случае, если вы делали прибавки на макушке, так же как у меня, и у вас получилось сначала рельефный лицевой и 6 изнаночных. Вот, 3 провязали полных, да, вот тут вот двойной столбик, его просто провязываем как один столбик. И дальше рельефный лицевой и 4 рельефных изнаночных. 1, 2, 3 и двойной столбик провязываем как один. 4. На этой, кстати, плюшевой пряже смотрится как-то лучше. Надо было так все вязать. Было бы вообще интересно. Продолжаем вязать на высоту шеи. Примеряем на себя, соответственно.
Продолжила на высоту шеи вязания. Это у меня заняло 8 рядов. Дальше можно начать вязать как бы манишку. Прибавим на расширение снова. И получаем такую пелеринку или манишку. В общем, это можно уже выполнить по желанию, какую вам хочется сделать ширину этой манишки. Я начну также вязать с прибавками, как мы вязали в самом начале. 1, 2, 3. В четвертом столбике делаю сразу же из одного столбика 2 рельефных изнаночных. В общем, точно так же, как мы в самом начале вязали с прибавками, так и здесь. И мы можем выполнить любую ширину манишки, вот, какую нам захочется. Будет у вас такая балаклава с манишкой или шапка-шлем. Очень удобная. Например, ребенку в детский сад очень хорошо будет такая манишка. Послужит она просто прекрасно, особенно если ее утеплить флисом. Например, мужу на рыбалку. Ну и, в принципе, тому, кто хочет ее носить, она будет отличным дополнением. Так, вот здесь я второй столбик провязала, да, уже? Так, дальше продолжаем. Рельефный лицевой. 1, 2, 3 рельефных изнаночных. И в конце прибавочка из одного рельефного изнаночного сделать 2. В общем, я думаю, что вы меня поняли. Дальше продолжаем все точно так же. Если вы хотите широкую манишку, то вяжите столько расширений, сколько вам нужно. Я всего лишь провязала 2 ряда расширений на манишке. У меня снова получилось после рельефного лицевого 6 рельефных изнаночных. И на этом я заканчиваю свою работу. Закрепляю, отрываю ниточку, закрепляю ее и прячу. Можно это сделать иголочкой, можно крючком. Вот таким образом протянуть внутрь. Ну, дальше не буду особенно показывать. Я думаю, что вы сами разберетесь, как ее спрятать. Можно еще вот так закрепить и продолжить дальше ее убирать. Так, и теперь я хочу обвязать вот здесь, где у меня отверстие, чтобы тут как-то смотрелось более законченным. Поэтому я начну, наверное, вот отсюда. Присоединю ниточку, и я это буду делать рачьим шагом. Так, кто не знает, как вязать рачий шаг, тот смотрит. Так, в обратную сторону провязываем. Так, вот под этот вот рельефный лицевой нужно связать, чтобы здесь так он остался как бы по рисунку. Под него вкалываемся и в петельку берем и 2 петельки провязываем. Петельку берем и провязываем. Здесь дырочка, ее можно вот закрыть. Так вот провяжем туда. Так, подхватить все ниточки, чтобы дырочку эту закрыть. Провязываем. Теперь просто вот в каждую косичку 2 петли здесь должно быть. Просто здесь пряжа такая мохнатая и незаметно. Вот. Провязываем. 2 петельки вместе провязываем. Вот. Просто рачьим шагом по всей вот этой горловинке, как по всему отверстию для лица. Ну, в принципе, этого можно и не делать, кто не хочет. Вот так вот получается вот такая обработка. Я надеюсь, что это видео было для вас полезным и интересным.
Всем огромное спасибо за внимание. До новых встреч на моем канале. С вами была Елена и канал Вяжу с удовольствием. Не забывайте подписываться на мой канал, нажимать на колокольчик, чтобы получать оповещения о новых видео. И всем пока-пока.